Игре уже больше 18 лет, а я все равно буду в нее играть. Что можно перевести с языка игроков Medieval 2 как «Здравствуйте, мои маленькие любители тотальной войны». И сегодня мы разберем все эксплойты в Medieval 2 Total War. Вообще, мне давно не хотелось сделать это видео, просто потому что уже все эксплойты разобрали, и найти их, в принципе, несложно. Однако, по моему замечанию, нету ни одного видео, которое собрал бы прям все-все эксплойты, да? То есть, я еще до этого побродил на ютубах, посмотрел эти ваши видосы, и зачастую там не хватало буквально 1-2 эксплойта. И поэтому мы попытаемся их собрать уже в полную кучу, чтобы вам не пришлось потом искать по этих ваших, так сказать, интернетах. Но перед тем, как стартанем, конечно же, придется пояснить для новеньких, что же такое эксплойт. Если вкратце, это может быть баг, это может быть фича, либо же некий аспект игры, который способен облегчить игру, либо же разнообразить геймплей, а иногда и все сразу. Поэтому мне стоит все-таки перед началом видоса предупредить вас, чертяги, что после просмотра его ваша жизнь никогда не будет прежней, и в Medieval вы уже никогда не будете играть так, как вы играли раньше. Если вы, конечно же, не знали об этих эксплойтах. Ну, а если знали, то, может быть, найдете что-нибудь новое для себя. Но будет видно. Также я хочу добавить то, что тут все-таки могут не оказаться некоторые эксплойты, о которых вы думаете, и это может быть связано банально с тем, что я не посчитал это каким-то прям эксплойтом, а скорее мне это показалось частью механик игры, вроде, например, пороховики, да, то, что у пороховиков есть возможность стрелять как шеренгами, одной шеренгой и перезаряжаться где-нибудь в заднице, либо же стрелять сразу же в несколько шеренг подряд, если включить режим перестрелки. Либо же эти эксплойты могли быть попросту пофикшены в версии Deficento. Ну, она же стимовская версия. Но вы также можете в комментариях под видео добавить какие-нибудь свои эксплойты, которые вы встречали в игре, которых, может, не было в видео, либо же поделиться эксплойтами из других игр серии Total War. Ой, еще можете поставить лайк, если вы тоже тот еще любитель эксплойтов. Ладно, уже будем стартовать, и начнем мы с эксплойтов, которые у нас есть на карте битвы, а потом плавненько мы перекатимся к тем, что есть на глобалке. Итак, только посмотрите на нашего капитана Гонцалу, который попал в передрягу с 3 отрядами ополченцев против толпы венецианцев. Да? То есть можно увидеть, тут есть и копейщики, и арбальцы, и кава. Нет ни единого шанса, что наши черти выйдут из этого боя живыми. И уж тем более победителями. И было бы логично в этом плане отступить, не так ли? Но как только мы отступим, венецианцы нас догонят и опиздюлят. Можем даже сейчас это проверить. Ну, как вы видите, после отступления у нас остается только один вариант, а именно вступить в драку. Но могли ли бы мы поступить по-другому? Могли ли бы мы обернуть это немного больше в нашу пользу? Конечно же, да. Давайте сделаем шаг назад и вернемся к тому моменту, когда на нас напал капитан Зильо. Как я говорю, если мы отступим, нам хана. Что нам остается делать? Правильно, идти в бой. В бою, как видите, даже местность нам не поможет, абсолютно все против нас. Однако есть один момент, о котором стоит помнить. Заключается он в том, что если у вас есть возможность отступить перед боем, то и во время боя у вас также есть эта же возможность, а именно отступить. То есть если мы начнем бой, мы можем также сказать нашим хлопцам в бою, что не стоит нам идти на верную смерть, а лучше давайте-ка выпьем пивка и подождем следующего хода. Конечно, нам говорят, что мы проиграли, конечно, мы дрались до последнего, и мы им отомстим, но самое важное что? То, что мы потеряли 0 человек, и мы пока что спасли нашу армию. И казалось бы, да, сейчас будет та же самая ситуация, то есть на нас второй раз нападут и нам хана, но давайте посмотрим, что на самом деле произойдет. На деле же при отступлении из боя наша армия уходит куда дальше, чем если бы вы отступили на глобальной карте. Теперь представим такую ситуацию. Вы классический среднестатистический турецкий конелук, на земли которого пришли хитрые крестоносцы.
под предводительством французских королей. И вы видите то, что черти набрали с собой много лучников, да не простых, а шотландской стражи. Уничтожить таких даже обычными юнитами довольно проблематично, учитывая, что у них есть не только луки, но еще и опасная броня и точеные мечи. То есть даже если бы мы попытались наброситься нашими конелучниками в рукопашную, мы бы получили по шапке. Поэтому мы принимаем логичное решение взять рассыпной строй и расстреливать чертей. Однако даже с таким строем турецкие конелуки не смогут выстоять против шотландской стражи. И казалось бы, в такой дуэли невозможно конелукам в принципе выиграть чисто из-за того, что их превосходят не только количеством, но и качеством. Однако в этом случае нам может помочь старое доброе советское колесо. Именно включая строй колеса, наши конелуки не просто начинают наяривать круги вокруг наших врагов, но еще происходит что-то с мозжечками немощных крестоносцев, что заставляет их переходить в рукопашную, вместо того, чтобы использовать свои луки. И такое может сработать не только с одним отрядом, но и даже с огромными толпами, что гораздо больше увеличит ваши шансы на победу, ну, либо же, по крайней мере, дает вам возможность забрать как можно больше вражеских чертей. Единственный момент, о котором стоит знать, то что от кругового строя мозги плавятся только у пеших лучников, так как конелучникам на это абсолютно пофиг. Стоит еще поговорить про осады, ведь бывает такое, что вам приходится обороняться от всяческих чертей, которые то и дело хотят урвать кусочек вашей прекрасной империи. Только посмотрите на это. Нашу деревушку осадили хитрые засранцы, да еще построили специально таран, чтобы штурмануть наш город. Но и от этой проблемы у нас есть небольшое решение. Первым делом желательно иметь в гарнизонах всегда больше одного отряда юнитов, хотя бы два. Суть в том, что один отряд у нас будет капитанский, и он будет держать мораль наших хлопцев, ну а второй отряд совершит нечто геройское. Выйдя за раму, наши хлопцы должны сделать одно простое действие, а именно остановить таран врага. Как они будут останавливать его? Ну, для начала таран должен соприкоснуться с этим отрядом, из-за чего враг должен его кинуть. Тут-то мы должны словить его, нажав кнопку Alt. И как вы видите, что происходит? Таран становится нашим. И если у врага не было других осадных орудий, это может даже привести к победе. А теперь представим, что уже поздняя игра, у врага есть армии, у вас есть армии, города стали гораздо больше. Ну и, конечно же, случилось такое, что враг осадил одно из ваших поселений. В этот раз, конечно же, у вас есть побольше гарнизона, но и осадных орудий у врага побольше. Уже есть и лестницы, и тараны, и даже если вы возьмете несколько таранов, все равно он притащит третий, например. То есть тут уже не миновать драки и придется драться до последнего. Однако вы припрятали с собой пару отрядов стрелков, и было бы неплохо использовать их потенциал по максимуму. Но хитрые враги залезли по лестнице и начали драться с вашими лучниками, из-за чего ваши лучники перешли в рукопашку, что не особо выгодно, учитывая, что стрелки они созданы для того, чтобы поливать врагов со сладким соусом, а не браться за свои ничтожные ножики. Как это пофиксить? Нужно просто снова приказать атаковать врага стрелковым оружием, из-за чего ваши стрелки снова будут его использовать. Это очень полезно, учитывая, что стрелки будут дамажить не только своими передними солдатами, а целый отряд будет вести огонь по вражеской пехоте. Следовательно, пока у врагов дерутся только буквально 2-3 человека, может быть 5-6, у вас задействован целый отряд, из-за чего урон будет просто колоссальный. Но одно дело обороняться, а другое дело штурмовать. И представим, что мы нашли город, в котором нету гарнизона, только один юнит, и мы уже притащили туда толпу крестьян для штурма, построили таран, а оказывается, что в городе там какой-нибудь лидер фракции, либо же вражеский член семьи, который способен навалять этим крестьянам только так, если они только сунутся в город. Конечно, мы можем попытать наше счастье и отправить всю толпу на суицидальную атаку, но есть ли в этом смысл? Я думаю, нет. Поэтому все, что нам надо сделать, чтобы одержать победу в таких боях, это главное попасть внутрь и подойти к площади врага. Но не
заходить на эту площадь полностью, а так, чуть-чуть, чтобы наши отряды соприкасались с этой площадью. И если на площади нас будет в 4 раза больше юнитов, чем у врага, то тогда автоматически начнется отчет. Если мы подойдем чуть поближе к центру, то тогда на нас нападут и, скорее всего, у нас будут огромные потери. Однако, если сидеть на жопе и не двигаться, то таймер может быстро пройти, ну а мы получим себе городок, при этом никого не потеряв. А теперь допустим, что мы маленькая Шотландия, которая хочет всего лишь как можно скорее раскачаться и стать солидной державой. Однако на пути у нас становится первый замок, и это Инвернес. И как видите, гарнизон в нем просто офигенный. Кучу пехоты. И 3 отрядами крестьян мы вряд ли сможем штурмануть этот город. Однако тут на помощь придет нам как раз таки сила этой вражеской армии и слабость нашей. Ведь когда враг сильнее, а мы слабее, то что происходит? Правильно, вылазка. И вы только посмотрите, эта толпа собирается напасть на одного нашего погранца, и она будет права, что это делает, и, конечно же, эта толпа нас отпиздюлит. У нас нет ни единого шанса встречать их в открытом бою, и уж тем более драться вместе с ними. Однако дьявол нашей победы кроется в деталях. И чтобы нам его увидеть, придется немного отойти от стен, чтобы оценить ситуацию, так сказать. Как вы видите, хитрые шотландские повстанцы охотно выходят из замка, чтобы догнать наших погранцов и сделать из них котлеты. Однако при этом за собой не забывают закрыть ворота, чем и можно воспользоваться, если отвести вражескую армию как можно дальше от своих ворот. Я не знаю, почему так происходит, учитывая, что в Риме Первом ворота при вылазке закрывались. А Рим Первый, если вы помните, это та игра, на движке которой был и написан Medieval также. Но это открывает для нас новые возможности. А именно зайти уже в пустующий город, когда повстанцы, либо же какая-нибудь другая армия без кавалерии будет далеко от города и не будет иметь возможности нас догнать. Мои погранцы в этом примере не особо удачно встали, как вы видите, из-за этого пару раз сбросился таймер, но это все равно не меняет ситуацию, ведь погранцами можно кое-как задержать пару повстанцев, чтобы уже дотащить таймер до победного. Ну а теперь перейдем к самому, как по мне, нелепому багу, который можно сделать на карте битвы. Он все так же связан со штурмом, но вот вам небольшое предисловие. Наш капитан Зуб подумал, что он не просто зуб, а зуб мудрости, и поэтому любое его действие это охуенный план, из-за чего он решил осадить город Алеппо, который набит повстанцами, да и причем не простыми повстанцами, а различного качества. Тут все так же у нас есть и кава, и канилуки, и луки, и пехота. В общем, все так же у него нет шансов на победу, как и у шотландских погранцов. Только в отличие от шотландских погранцов, он и в город даже не сможет зайти, ведь его банально догонят. Однако, что он может в этой ситуации сделать? На самом деле, если у него не осталось выбора, ну, либо же у кого-нибудь из вас вообще не осталось выбора в плане штурма, всегда можно сделать одно простое действие, а именно просто выйти из боя. Если вы выходите из боя перед тем, как враг откроет ворота во время вылазки, то это засчитывается как ничья. Из-за чего осада просто продолжается, пока не придет герой, который спасет бедолаг повстанцев, либо же они погибнут от измора, ну а вы получите себе городок. Единственное, что стоит тут добавить, это только то, что в версии Дефиченто, то есть в той симовской версии Medieval 2, есть некоторые поселения, где этот баг не прокатит. Из таких я помню поселение Мец. А теперь немного поговорим об эксплойтах, которые есть на глобальной карте. И начнем, пожалуй, с серии эксплойтов, связанных с крестовыми походами, либо же с джихадами. По сути, они одни и те же и ничем не будут отличаться, только культурами, где вы это проводите. Ну и самый банальный эксплойт, это связанный с дезертирством, да, то есть бывает такое, что у вас есть джихад, вы идете засаливать, например, Константинополь, да, и в какой-то момент у вас начинается дезертирство, из-за чего эти армии, точнее отряды у вас убегают, ну и вам становится, конечно же, грустно, да, и появляется вопрос, как же избежать этого дезертирства? Все просто, надо просто зайти в джихад, да, то есть если покинуть джихад и снова к нему присоединиться, ваше джихад обнуляется, и, следовательно, ваши хлопцы не будут дезертировать. Главное, не забывать это делать, и желательно, наверное, делать это каждый ход. Окей? Ну, а теперь перейдем к чему-то более существенному.
Как, например, в нашей ситуации. Как вы помните, мы хотим заселить Константинополь. И идти по суше мы будем очень долго, да, из-за чего, конечно же, могут быть дезертирства, которых мы, конечно же, избежим, но тем не менее, хотелось бы это все сделать, используя наши корабли. Конечно, все так же мы можем посадить наших хлопцев на корабли, и это гораздо быстрее, чем по суше, однако мы можем сделать это еще быстрее. Для этого дела нам надо взять нашу джихадную армию и вывести с кораблей. Однако не просто вывести, а отправить в атаку куда-либо. Может быть осада города, может быть нападение на нейтральную фракцию. Самое важное — отменить это действие, как только они начнут сходить с кораблей. То есть, как только вы приказываете, надо нажимать Backspace, чтобы ваша армия не ушла слишком далеко, а чтобы она осталась на берегу. Сделав это, как вы видите, у кораблей появляется неебическая дальность. Конечно, сейчас это незаметно, но если мы подведем сюда, то корабли продолжат двигаться еще дальше. Хотя даже давайте проверим это. Оба! Теперь они могут ходить по всей карте, пока они не упрутся куда-либо, да, в какой-нибудь вражеский флот. Но нам это пока не надо. Нам надо отправить наших хлопцев в Константинополь, поэтому припаркуемся здесь. И что мы можем сделать? Мы можем посадить наших джихадистов, так сказать, снова на кораблике. И да, как вы видите, теперь эта дальность пропала, однако это легко фиксится, просто выбрав весь флот. Выбрав весь флот, ваше передвижение вернется, и вы сможете снова ходить на полкарты и можете даже пойти в Константинополь. Но хотим ли мы сейчас идти в Константинополь? Я думаю, нет. Конечно, мы до него достаем, и на следующем же ходу мы можем его осадить, но мы хотим подраться с нашими союзниками. Но, Иван, скажите вы, джихадисты же не могут драться с людьми собственной религии. То есть, если мы сейчас высадимся и нападем на Турцию, то нам не разрешат напасть на Турцию банально из-за того, что это наши братья по вере. Но я бы так не сказал. Давайте высадим наших генеральских. И вот они, турки. Как вы видите, действительно, мы не можем на них напасть, однако это очень легко фиксится. Можно просто подойти к ним поближе, можно нанять наемников, но это нам не помешает, да. Самое важное — это отменить джихад и напасть уже на Икониум, либо же на Мавров уже не джихадным генералом, либо же не джихадным юнитом. И тогда ваша армия останется и в джихаде. Главное здесь наемников не забыть добавить, чтобы можно было вернуться в этот джихад. И при этом вы можете штурмануть. Отключаемся, осаждаем, строим лестницы. Ну и ждем следующего хода для того, чтобы пойти на штурм. То же самое сработает и с крестовыми фракциями. Единственный момент, который стоит отметить, то что, объявляя войну католическим фракциям, вы можете быть изгнаны из лона церкви. Ну и, естественно, тогда для вас крестовый поход уж точно окончится. Поэтому с христианскими фракциями нужно быть поосторожнее, да? То есть лучше христианскими фракциями не нападать на другие христианские фракции своими крестовыми воинствами. Итак, последний эксплойт, связанный с крестовым походом и джихадами на сегодня, это эксплойт дальнобойных генералов. Что нам для них надо? Это то, чтобы вы находились в крестовом походе или в джихаде, ну и чтобы у вас было достаточно провинций для того, чтобы у вас появился герой дня. В чем суть? Суть заключается в том, что ваши отряды, которые находятся в крестовом походе, все так же могут отсоединяться от основной армии и драться с другими врагами. И побеждая, если у вас достаточно провинций, вы можете получить героя дня, который будет обладать очками передвижения этих хлопцев. Да, то есть возьмем, к примеру, наших крестоносцев-рыцарей и нападем на отряд повстанцев, чтобы их разбить. Конечно, мы вряд ли победим, но возьмем грех на душу и начитерим нам автопобеду. Мы получили ее, и теперь нам предлагают героя дня, который будет обладать таким же очком передвижений, как и ваш рыцарь. Но мы можем зайти еще дальше, мы также можем его переприсоединить обратно в крестовый поход, и он получит еще более дальнее передвижение. Такие действия можно еще настакивать, да, то есть вы можете взять также еще один отряд таких рыцарей, либо кого-нибудь другого, напасть на еще одного ближайшего врага, получить еще одного генерала, и тогда его очки передвижения будут еще более увеличены.
То есть вы можете так настакать столько, сколько получится. Единственный момент, о котором вам надо знать, в том, что этот генерал на следующем ходу утратит все свое ускоренное передвижение, то есть это действие работает только первый ход его существования. Что делает этот эксплойт, как по мне, не особо полезным, однако если вы хотите устроить какой-нибудь спидран, вам может это пригодиться. Есть еще один небольшой эксплойт, который не особо может изменить ваш день, но тоже неплохо было бы о нем знать. Думаю, не только у меня была такая ситуация, что вы видите какой-то вражеский флот, который вы хотите уничтожить, да, чтобы он не досаждал вам, но он находится в порту, да, и когда вы пытаетесь на него напасть, то осаждается только порт, а флот не трогается. Есть и лекарство против этого. Достаточно просто выбрать первый корабль и произвести атаку. И как вы видите, это снимает осаду с порта и заставляет, в нашем случае, маврский корабль драться до последнего. И при этом он погибнет в этом порту. А теперь поговорим про самый популярный, как по мне, эксплойт, а именно эксплойт с передвижением. Возьмем такую ситуацию. У нас есть конкистадоры, которые недавно вернулись в Старый Свет и хотят как можно скорее отправиться на передовую, в драку. Да, у нас тут есть армия под командованием капитана Гонсало, это армия конкистадоров конных, и также есть еще армия генеральских, которые нашли даже себе в помощь ацтекских вождей, но и при этом у них есть еще пехота, которая немного замедляет движение этой армии, ну и в целом было бы неплохо эту пехоту как можно скорее подкинуть на передовую, ибо без нее штурмовать города будет гораздо сложнее. В этом случае мы можем использовать тот самый баг с передвижением. Заключается он в том, что когда мы передвигаем ту или иную армию, в учет берется дальность первого юнита, находящегося в этой армии. Но берется в учет только если это не является генеральский, да, то есть если взять здесь эту армию, то, конечно, да, здесь также будет браться генеральский, но он не позволит нам сделать этот баг. Но если мы берем обычную армию с капитаном, то тогда баг сработает. В чем заключается баг? Мы берем наших конкистадоров, присоединяем их к нашему капитану Гонсало. И как вы видите, да, из-за конкистадоров наша армия не кисло так замедлилась. Однако, выбирая всю армию, в этот же момент выбирается и ее первый отряд, а именно отряд конкистадоров, у которых есть полное передвижение, как вы видите. И можно сделать это так. Выбрать эту армию и просто передвинуть ее хотя бы на одну клетку, из-за чего срабатывает баг. И как вы видите, армия теперь двигается так же далеко, как и первый ваш отряд. Этот баг, как по мне, особо полезен, если вы любите играть артиллерией, но вас останавливает факт того, что артиллерия передвигается по карте мега медленно. То есть с помощью вашей кавалерии, с помощью ваших быстрых юнитов вы можете подкинуть к ним артиллерию, и с этой артиллерией уже двигаться гораздо быстрее, и дебафы от артиллерии будут минимальны. Конечно же, из-за этого вы не сможете в ход присоединения атаковать замок, либо город, либо кого-либо. Вы можете только передвигаться и нападать только на следующем ходу. Однако, все равно, как по мне, это лучше, чем тащить артиллерию сотни ходов. Для следующего примера мы также возьмем Португалию. И что я хочу сказать. Если честно, в Medieval мне не особо нравится играть за замковые фракции. Не нравится, потому что я больше предпочитаю развивать экономику и так далее, да, и поэтому я больше предпочитаю итальянские фракции, банально из-за того, что в городах, а города, если что, они основной источник дохода в этой игре, как раз таки в городах итальянцы получали классное ополчение, да и в целом классных юнитов, чего нет у многих других фракций, как, например, у той же Португалии, да, то есть если мы посмотрим, городские юниты у них, я бы не сказал, что супер офигенные, да, то есть тут есть ополчение с арбалетами, ополчение с мечами. Может быть, потом появляется ополчение с пиками и появляются мушкетеры, но особо ситуацию это не меняет, да. А если мы посмотрим в их казармы, то, как вы видите, тут появляются классные пикинеры, тут есть в стрельбищах классные арбалетчики, есть арбалетчики на конях. Все, что надо. То есть даже если бы у меня был выбор между пороховиками и замковыми юнитами, я бы взял замковых юнитов, лишь бы не пороховых. Есть один эксплойт, который способен немного разнообразить вам геймплей в этом плане. А именно перенести замковые юниты в город.
Как это можно сделать? Для этого дела нам нужен только замок. Если вы будете это делать с городами, то желательно, чтобы эти города не были с каменными стенами. Иначе каменные города вы не сможете переделать в замки. То есть это действует только в одну сторону. Что нам надо от замков? Нам нужны замковые постройки. То есть мы сносим здесь, у нас есть конюшни, но они нам не нужны. Почему? Потому что мы будем перестраивать наш замок в город. Правильно. И поэтому мы берем наши вот эти замковые постройки, берем еще большой город и просто берем и перемещаем наши постройки после города. Можем подождать 2 хода и дождаться, пока наш замок станет городом, но мы возьмем грех на душу все-таки и из Памплоны мы сделаем Городецкий. И как вы видите, после перестройки в Городецкий у нас остались эти здания, а именно конюшни, казармы и стрельбища замковые. И если мы подождем пару ходов, давайте даже возьмем специальный пример, возьмем вот эту казарму 1-го уровня, которая позволяет нам нанимать крестьян. И если мы мотнем, нажмем конец хода, вы можете увидеть, кроме того, что нам предлагают какого-то нового принца, можете заметить, что казармы в городе Памплона построились. И теперь в Памплоне мы можем нанять замковых юнитов, а именно крестьян. Что очень удобно, если вы такой же, как и я, не любитель замковых фракций, то есть вы можете сами себе тоже переносить замковых юнитов в города. То есть давайте уже тут добьем тоже Памплону, и теперь вы видите, что у Памплоны появились и хинеты, и крестьяне с луками, и также их можно прокачать, и с новыми уровнями города вы получаете новые постройки. То есть тут вы на данном уровне Памплон вы можете прокачать казармы, например, до 3-го уровня и получить альмагаваров, стрельбище до 2-го, получить арбальцов. Но это еще не все. Вы также можете оставить свой замок еще немного поднавариться, чтобы он был уже более высокого уровня, чтобы он был, например, твердыней, да, то есть уже когда имел вторые стены, потому что тогда у вас открывается возможность строить ресталище, и также это ресталище вы можете перенести в город, когда будете его перестраивать. Это означает то, что вы можете теперь не просто нанимать в городе рыцарей, вы будете нанимать рыцарей еще с этой лычкой, то есть у вас будут более опытные рыцари. И этот баг довольно хорош и удобен еще не только тем, что позволяет вам нанимать замковых юнитов в городе, еще этот баг полезен тем, что прокачивая замковые постройки в городах, у вас появляется возможность получить новые гильдии более простым способом. Простой пример — католические фракции. Ведь у католических фракций гораздо сложнее получить, например, ту же гильдию коневодов. Ведь для того, чтобы получить гильдию коневодов, вам надо нанимать кавалерию. А католики имеют малый запас кавалерии в своих городах, больше имеют в замках. И перенеся замковую кавалерию в города, у вас гораздо быстрее будет качаться эта гильдия. И сам факт постройки конюшен добавляет вам очков для гильдии коневодов. Есть еще один эксплойт, связанный с городами. Вот такая у нас ситуация. Русь попала в Иерусалим, закончила свой православный поход, однако это истощило ее силы, и до Иерусалима добрались буквально единицы. И стоит подготовить оборону, ведь египтяне уже смотрят на Иерусалим и хотят вернуть его себе. Однако в гарнизоне у нас нет свободных юнитов для найма. Но, к счастью, мы подумали об этом и построили кузницу, которая позволит нам увеличить запас юнитов просто максимально настолько, насколько нам хватит. В чем заключается этот эксплойт? В том, что мы хотим переобучить отряд наших прокачанных лучников, чтобы у них появилась броня. И в этот момент мы этих прокачанных лучников отправляем к другому отряду. Из-за чего отменяем производство и попробуем это сделать еще разок, чтобы вы точно увидели, к чему это привело. Как увидите, вместо нуля теперь у нас появилось 2 доступных отряда лучников для переобучения, что позволит нам нанять этих ребят, ну и пережить грядущую осаду. В чем прикол этого эксплойта? Здесь все завязано на бронированности тех или иных юнитов, точнее, выдана ли им броня, да? То есть у нас тут есть отряд небронированных лучников, и у нас есть кузница, которая позволяет им выдать эту броню. Мы их начинаем переобучать, давайте попробуем. Мы их начинаем переобучать, и игра ожидает того, что вот у нас есть 90 человек, и мы им выдадим броню. Однако, когда оказывается, что у нас не 90 человек, а 16, игра видит
все равно 90 человек вместо 16. И когда мы отменяем производство, то оставшиеся эти люди отправляются обратно в набор. И из-за этого у нас появляются дополнительные юниты. То есть, чтобы это все произошло, вам надо иметь два отряда одинаковых, один из них должен быть очень надамажным, либо же хотя бы частично надамажным, и у вас должна быть кузница для того, чтобы вы могли переобучить эти два отряда. Ну, естественно, чтобы у этих отрядов не было того же уровня брони, который предоставляет им эта кузница. А вот об этом эксплойте я узнал относительно недавно. Суть в чем? Есть у нас вот одна осадная армия, состоящая в основном из арбальцов, и она собирается штурмовать Инсбрук. Можно даже сейчас это попробовать на автобойте. Как видите, победа абсолютно на нашей стороне, но не суть важно. Сейчас перед нами стоит задача, что же нам делать с этим поселением. Мы можем его, конечно же, оккупировать, ограбить и истребить, но желательно нам было бы его ограбить, учитывая, что Милан сейчас не кисло так проседает по баблинским. Что мы и хотим, собственно, сделать, однако это особо не спасет нашу финансовую ситуацию. Можно ли это ограбление сделать лучше? Конечно же, да. И тут на помощь приходит тот самый эксплойт. В чем заключается этот эксплойт? Заключается он в том, что когда мы оказываемся перед выбором, да, что делать с поселением, мы можем сделать быстрое сохранение. Конечно, этого не видите, но на заднем плане оно появилось. И теперь, выбрав любую из опций, возьмем в нашем случае грабануть, вы видите то, что игра сохранена. Что мы можем теперь сделать? Мы можем загрузиться. Давайте загрузимся. Как вы видели, казна наша поднялась, стала уже 951 флорит. При загрузке, вы видите, у нас та же самая финансовая составляющая. И, как вы видите, у нас заново есть возможность выбора. Да? То есть мы можем все так же оккупировать поселение, мы можем грабануть поселение, либо же мы можем истребить поселение. То есть этот эксплойт в теории можно проворачивать много раз. Но тут я добавлю то, что проворачивать его можно много раз, только если вы окупаете поселение, потому что теперь, когда мы будем грабить поселение, вы видите, мы уже получаем чуть меньше денег. То есть до этого нам предлагало где-то 200, 2200, теперь нам предлагает флоринтов всего лишь 2000, да? То есть количество населения при этом действительно также режется в городах. То есть если мы сейчас, давайте еще раз сделаем Quick Save, мы грабанем поселение, Quick Save прошел, мы делаем Quick Load. Как видите, уже предлагает 1400 и все так же предлагает косить население. По идее, это палка о двух концах, как по мне, учитывая, что да, конечно, вы получаете эти деньги, но если вы играете в ранней, либо же в средней игре, это может быть не особо выгодно, учитывая, что вы теряете население, следовательно, не можете прокачать этот город, который вы захватили. То есть, как по мне, этот эксплойт лучше всего работает уже в поздней игре, либо же просто все время оккупировать поселение, и тогда население не убивается, ну а вы получаете свои кровные деньги. Ну а теперь немного классики, а именно баг с вылазкой. То есть случаются такие ситуации, когда вот у нас есть, например, испанский генерал, и у него, в принципе, есть армия ополченцев, готовые осаждать замок Берн. Однако во время этой осады мы можем понести тяжелейшие потери, и было бы неплохо встретить эту армию в открытом поле. Как мы это можем сделать и при этом не дожидаться 9 ходов до конца осады? На помощь нам может прийти подкрепление в виде генерала Энрике. Баг заключается в том, что мы можем осадить замок Берн, однако не основной армии, а как раз таки армии Энрике в виде одного охранника-полководца. То есть мы можем подойти поближе к замку, однако в этом плане надо знать, что нельзя подходить и осаждать замок, когда у вас очень близко стоит армия с подкреплением. То есть как минимум, чтобы расстояние между армиями было 2 клетки. То есть у нас вот видите, раз клетка, 2 клетка, мы можем встать здесь. Либо же мы можем встать здесь. Но все-таки лучше встать здесь, ибо тогда наше подкрепление будет гораздо ближе. Подходим. Осаждаем. Ну и теперь миланский лидер фракции считает, что может спокойно разобраться с нашим генералом Энрике и снять осаду, потому что подкрепление в виде капитана Перо с его ополчением будет идти очень долго. Но мы-то знаем, что у нас Энрике на коне и может быстро подбежать все-таки к нашему подкреплению, из-за чего мы сможем встретить нашего врага в открытом бою и уже доходчиво ему показать то, что не в ту сторону он думал. Нажмем конец хода. И как вы видите, происходит то, о чем я говорил. Граф Кристофоро решается сделать вылазку, которая будет для него, собственно, последней. Ну, а теперь немного пройдемся по агентам, в прямом смысле. Есть у нас тут купец Папской области, который то и дело хочет ограбить наших невинных купцов, которые только заняли позицию на шелке, и мы должны его как-то остановить. Но, увы, убийц у меня здесь нет, священники не могут сжечь
купца, потому что он явно не еретик. И все, что мы можем сделать здесь, это действительно его просто раздавить. Как это работает? Надо окружить купца нашими сильными войсками, чтобы у него не было выхода никуда, чтобы он никуда не мог отойти. И как только мы его окружим, мы сможем его задавить нашим финальным ударом, финальным отрядом, что прекратит его существование. То есть давайте мы возьмем отряд лучников и еще один отряд лучников и начнем окружать его, предъявим ему за то, что он отправился в ту землю, в которую ему не следовало соваться. Но это не его вина, так просто случилось. Ничего мы с этим сделать не можем, а просто его задавим. И как вы видите, у него не осталось кислорода, из-за чего его жизнь стала немного короче. Но наши купцы все еще в опасности, ведь если не папский купец, то все равно кто-нибудь да придет за нашим Максимом из Новгорода, и надо его спасти как-то, да, надо его защитить от вражеских купцов, либо же убийц. И в этом плане нам может помочь капитан Волчок. Капитан Волчок с отрядом казахов расположил свой лагерь возле Шелка, и мы можем к нему спокойно присоединиться. И это не только защитит нашего купца, но еще позволит ему продолжить вести торговлю вместе с остальными купцами, которые сидят в отряде Волчка. Что защищает неплохо, но и дает не кислую прибыль. Кроме того, это немного оправдывает существование купцов в этой игре, ведь если бы мы действительно использовали купцов так, как говорит игра, а именно ставить их на каждую точку, то особо денег бы от этого не было, ну и в целом профита от купцов. Ну а так, от наших красавцев мы получаем аж 4000, что позволяет нам содержать одно небольшое, но очень такое сильное войско. Ну и это в целом окупается, учитывая, что Волчок у нас требует содержания всего лишь 58 флоринтов. Из того, что вы видите, это очень даже выгодно и дает нам смысл нанимать купцов. Также, из того, что я помню, есть возможность не только иметь капитана Волчка как охранника купцов, а также есть возможность построить форт. Однако суть в том, что в новых версиях дефичентов, симовской версии Medieval 2, нету возможности строить форты на ценных ресурсах. Поэтому в новых версиях только капитаны и генералы могут защитить ваших купцов от нашествия врагов. Теперь мы перейдем спокойно к самому нелепому, как по мне, эксплойту в этой игре, но также немного предыстории. Наши купцы под командованием капитана Волчка сидят и получают, конечно, неплохую прибыль, сидя на шелке. Однако есть более ценные ресурсы в Европе. Например, золото. Однако, как вы видите, золото принадлежит не нам, а венецианцам. Есть еще золото, на самом деле, не только там, возле Рагузы, а еще возле Тимбукту. Однако до Тимбукту нам еще идти и идти. А денег бы хотелось получить как можно скорее. Поэтому нам предстоит немного пообщаться с венецианцами, ну и узнать, получится ли нам как-нибудь получить Рагузу, чтобы получить нам вот эти вот золотые прииски. Что для этого надо? Конечно же, было бы неплохо иметь нам довольно подготовленного дипломата. Наш Артем Васильевич очень хороший в этом деле человек, опытный, да, в возрасте, и именно он сможет провести переговоры о передаче городов. Было бы неплохо получить Рагузу, однако, как вы видите, Рагузы здесь нет. Ну и, как гласит древняя мудрость, если Рагузы нету в списке на покупку, то надо брать все остальные города, что очень нам бы подошло. На самом деле денег у Руси не так уж и много, поэтому самое нормальное, что мы можем предложить, это информация по карте. Но, как вы видите, венецианцам это не особо нравится, и мы можем договориться немного по-другому, предложив им еще один момент, чтобы они нам заплатили. Сколько они нам должны заплатить? Я считаю, что чем больше, тем лучше. И в данном случае 3000 флоринтов нам должно хватить по максимуму. И чтобы жизнь маслом не казалась, было бы неплохо попросить их платить как можно дольше. Чем больше девяток, тем лучше. И как вы видите, когда мы попросили у них еще денег, венецианцы поняли о том, что все-таки они разговаривают не супер богатой страной, и было бы неплохо, так сказать, посочувствовать бедноте, и предложили нам вот такую вот сделку. 3000 флоринтов до конца своего существования, и при этом они нам еще дадут города. Сделка, в принципе, неплохая, на что стоит, конечно же, согласиться. Как видите, они приняли договор, и теперь эти города будут наши.
И это является, как по мне, самым нелепым баг с дипломатией. Но перед тем, как вы его станете использовать, все-таки мне надо дать вам знать пару вещей. Во-первых, ту дань, которую вы предлагаете, она должна быть более-менее такая нелепая, то есть 3000 флоринтов и как можно дольше ходов. Конечно, для других фракций это может показаться супер щедрым предложением, но может быть такая проблема, что у них не будет банально денег, чтобы платить вам. Поэтому вам придется сначала, конечно же, им немного забашлять, да, то есть поднять их казну, там, не знаю, выплатить немного денег, предложить, чтобы они стали чуть побогаче, и после этого уже предлагать им оплату, да, чтобы они вам оплатили, чтобы вам платили до конца жизни, либо же можно изменить трибют, да, чтобы дань была не такая высокая, можно сделать, например, дань 300 флоринтов, и чтобы она была не такая долгая, например, 7 девяток. 7 девяток это неплохо. Даже можно попросить, чтобы они на кого-нибудь напали. Например, на Византию. Ну, а мы предложим им альянс. И все так же они будут согласны. Ну, а мы же получаем Дурацию. Конечно, это не Рагуза, но зато теперь нашим купцам будет ближе идти из Дурацию до Рагузы, встать там тоже лагерем и собирать бабло. И вот мы подошли к последнему эксплойту на сегодня. Как видите, египетская армия хочет осадить Иерусалим. Конечно, она не особо большая, и поэтому мы вывели основную армию из Иерусалима для того, чтобы встретить врага в открытом поле. Однако, вместо того, чтобы драться, мне не хочется тратить сегодня время, поэтому я рассчитываю на автобой. Однако, вместо победы автобой принес мне поражение. И что же делать в таком случае? Все-таки не хотелось бы тратить время на такой дурацкий бой. Но в этом плане нам поможет что-то такое, как Quick Load. Мы можем банально загрузиться перед этим боем, снова в него вступить, однако автобой даст нам в этот раз победу. И этот Safe Load помогает не только в автобоях, но еще это влияет на различные события в игре, будь то заказное убийство, будь то разорение вражеских купцов, сожжение еретиков на костре, да, то есть абсолютно любое событие на карте, которое требует некий шанс рандома. И если вам этот рандом не понравился, вы можете просто-напросто перезагрузиться. Это все эксплойты, которые я смог для вас сегодня найти. И это будет последний видос, связанный с Medieval 2 на канале. Может быть, будут еще, но уже когда выйдет либо версия ремастерит, либо, может быть, новая ведь, будет видно. Так что, надеюсь, видос вам понравился. Может быть, кто-то нашел для себя здесь что-то новое. Возможно, это немного изменит ваш подход к игре, да и в целом геймплей. Может быть, для кого-то это разрушит жизнь и все понимание о том, как надо суетиться. Но, хлопцы, как говорится, я вас предупреждал, тут уже вы сами на это подписались. Но чтобы проклятие спало и чтобы вы снова любили свою игру, даже после того, как вы узнали обо всех этих эксплойтах, нужно просто перед сном